Гипотеза, высказанная мной на днях в порядке некоторого утрирования, внезапно подтверждается. Bloomberg опубликовал расшифровку телефонного разговора Стивена Уиткофа с помощником Путина Юрием Ушаковым, а также диалог Ушакова с Кириллом Дмитриевым. Из этих расшифровок мы узнаем много нового. Мирное соглашение действительно передано Дмитриеву Ушаковым, то есть прям администрации президента, в готовом виде. Дмитриев просто поработал дорогостоящим курьером. Можно смело его вычеркивать из списка людей, которые гарантированно документ читали. Это уже совершенно не факт. Теперь мы точно знаем, что он его привез, но не слышно, чтобы Ушаков с ним обсуждал подробности. Причем Ушаков заранее инструктирует Дмитриева передать документ неформально, чтобы американцы смогли выдать его за свой. Это не фигура речи. Это документ, составленный в АП, который буквально подбросили в американский внешнеполитический оборот. Что более интересно, теперь мы знаем, что Стивен Уиткоф, мягко говоря, не интересы США на этих переговорах представляет. Он прям консультирует помощника Путина, как тому лучше, говоря по-русски, к Трампу подлизаться. Уиткоф советует Ушакову, когда Путину лучше всего звонить Трампу. Сделать это следовало до приезда Зеленского в Белый дом. Советует, что говорить. Поздравить Трампа с достижением мирного соглашения по Израилю и Газе. Всецело его поддержать и в красках расписать, как Россия уважает миротворца Трампа. Уиткоф, разговаривая с Ушаковым, как с близким другом, дает очень подробную инструкцию, как Путину себя вести, чтобы Трампу понравиться. Как тому лапши на уши навешать. Может быть, ему стоит сказать президенту Трампу: знаешь, Стив и Юрий обсуждали очень похожий 20-пунктный план мира, и что-то подобное поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Мы открыты к таким вещам, к работе над тем, что нужно для мира. Между нами я понимаю, что нужно, чтобы заключить мир. Донецк и, возможно, обмен какими-то еще территориями. Но послушай, вместо того, чтобы вот так выражаться, давай говорить более оптимистично, потому что я думаю, что так мы достигнем сделки. И я думаю, Юрий, что президент даст мне много пространства и полномочий для достижения сделки. Прямо из этого фрагмента можно понять, откуда взялся текущий фантастический для всех сторон план мира. Уиткоф непрозрачно намекает: вы наобещаете Трампу золотых гор, молочных рек и кисельных берегов, а я ему нахвастаюсь, он мне даст кучу полномочий, а дальше без разницы, что там написано, разберемся как-нибудь. Отдельно Ушаков в другом разговоре, говоря с Дмитриевым, сказал, что опасается ситуации, когда американцы подумают, что Россия с предложением этим согласна. И именно поэтому вбрасывать его надо неофициально. Фантастическая совершенно ситуация. Прежде чем ее дальше обсудим, напомню, по ссылке в описании мы собрали способы обхода российских блокировок, причислили приложения для видеозвонков и сделали обзор VPN-сервисов. Один из них — VPN Liberty. Он сейчас предлагает бесплатный период на 30 дней. Попробуйте. В общем, мы были правы, говоря, что план этот вообще не должен был стать публичным. Уиткоф просил Ушакова составить план, за который Трамп его похвалит и даст полномочий. Спецпредставитель США заранее знал, что несет президенту США чистейшее разводилово. Не будем тут бросаться громкими словами вроде государственной измены. Раз уж разговор тут идет в бизнес-терминах, представьте себе, что вы директор, а ваш менеджер инструктирует поставщика передать через него предложение с заведомо нереальными ценами, чтобы получить и бонус, и повышение, стать куратором всей сделки, а уже потом втихаря заключить с поставщиком сделку на совсем других условиях. Он при этом понимает, что поставщик такие условия никогда не примет, но вам должна понравиться эта вся идея. Нет фирмы такой на свете, где менеджер, который ради своих карьерных интересов начинает работать на другую сторону, пробудет в компании дольше 10 минут после того, как это всплывет. Теперь понятно, каким должен был быть этот вот АПшный разводняк. Понятно, на чем он рухнул. Вместо того, чтобы похлопать Уиткофа по плечу и назначить главным, Трамп, ничего не читая, пошел немедленно план реализовывать, давить на Украину, чтобы она его приняла. И тут все и закрутилось. Раньше казалось, что проблема Уиткофа в полном отсутствии политического опыта, что его легко надуть. Но оказывается, он и сам обманываться рад. Он еще какие-то свои карьерные мутки мутит и пытается использовать российскую сторону, чтобы укрепить свое положение при Трампе. Ну просто чертовщина какая-то.
Так, теперь другой интересный вопрос. Кто это все слил Блумбергу? Подозреваемых 2, учитывая, что слушали явно помощника Путина Ушакова, ведь именно с ним разговаривали оба собеседника. Слушать его могли либо российские спецслужбы, либо американские. Если это российская страна, то единственный очевидный мотив – быстренько свернуть зашедшую слишком далеко переговорную свистопляску таким образом, чтобы Путину не пришлось отказывать напрямую. Чтобы все обернулось внутриамериканским политическим скандалом и стало не до того. Ну а заодно поржать, конечно, поглумиться над америкосами. С Путина станется и то, и другое. Если же разговор слили американские спецслужбы, то слив выглядит как попытка достучаться до Трампа. Вполне реально, что обычные методы – доклады, записки, отчеты – с Трампом не работают. Либо ему их не носят, либо он их не читает. Либо не носят, потому что все равно не читает. Слить в СМИ – единственный способ достучаться до президента с криком: «Господин Трамп, ваш спецпосланник инструктирует русских, как вас брать за слабые места, и это надо прекращать!» Оба варианта вполне реальны. В нынешней небывалой прозрачности мы, видимо, скоро узнаем какие-то новые подробности, потому что, видимо, не один разговор-то записали, вернее, не 2. Но пока давайте вернемся к тому, как весь мир обрабатывает эти фантазии, порожденные администрацией президента ради карьерных успехов Стивена Уиткофа. Поговорим об этом всем после небольшой рекламы, посмотрите, пожалуйста. Вице-президент США Джей Ди Венс еще весной заявил, мол, дешевая рабочая сила мешает компаниям внедрять инновации и развиваться. Надо это вредное дело прекращать. Тем временем существуют вполне себе инновационные сервисы, которые помогают бизнесу и позволяют легально нанять человека из любой страны, не заморачиваясь с оформлением, изучением местного трудового законодательства и оплатой. С такими сервисами стало намного проще строить глобальные команды из людей с уникальной экспертизой. И таких команд в мире становится все больше. Один из таких сервисов называется Mello. Работает он так. Вы заключаете договор с одним из юридических лиц Mello. Они есть в США, Гонконге, Нидерландах и на Кипре. Находите подходящего подрядчика в любой стране, с чем Mello помогает совершенно бесплатно. Mello заключает с ним договор. Вы пополняете счет на платформе удобным для вас способом. Mello зачисляет деньги на счет подрядчика, когда работа выполнена. А тот выводит деньги любым способом, удобным ему. На карту, счет ИП, электронный или криптокошелек. По каждой сделке Mello автоматически создает закрывающие документы, акты выполненных работ и счета. Они будут и у вас, и у исполнителя. Кстати, в закрывающих документах не будет указано, кто и откуда ваши подрядчики. Комиссия сервиса от 3,5 до 5,5% и зависит лишь от вашего месячного оборота. Для исполнителей же комиссия нулевая. А если вы фрилансер и хотите получать оплату от иностранного клиента, сервис поможет и вам. Просто зарегистрируйтесь, выставите счет и отправьте клиенту. Он сможет оплатить его даже без регистрации в сервисе. Mello ускорит ваш бизнес и позволит сосредоточиться на целях, а не на бюрократии. Запишитесь на бесплатную консультацию, специалисты Mello покажут, как сформировать глобальную команду и выстроить работу с ней применительно к вашему кейсу. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым и освещать такую чертовщину так, как мы хотим. Так вот, продолжу. Все продолжают обсуждать этот мирный план. В Женеве вроде как идут консультации между украинской и американской делегациями. Сейчас в Абу-Даби вроде встречаются уже украинская и российская разведка напрямую. Мы мирный план тоже обсуждать продолжим. Только важно понимать вот что. Этот документ совершенно точно не будет подписан Владимиром Путиным. Я не люблю делать прогнозы, но вот вам сходу прогноз прям с самого начала. Путин этот документ не подпишет. В нем даже сейчас, до всякого обсуждения условий американцев с украинцами, ни один пункт для Путина неприемлем. Какая-то мутная демилитаризованная зона в Славянске и Краматорске, который Путин в своей голове уже захватил. Продолжение санкций, немедленное прекращение огня – все это Путину никаким образом не подходит. Вместо русского языка как государственного, навязанного силой российского оружия фашистской хунте, там в соглашении фигурирует суверенное государство, которое должно принять правила ЕС против языковой дискриминации. Численность украинской армии в мирное время, согласно первоначальному документу, меняется до 600 тысяч, а позже и вовсе, вроде как возрастает до 800, при том, что Путин в Стамбуле требовал 85. Еще и репарации на 100 миллиардов замороженных российских долларов прям прописаны русским по белому. Путин ходом войны явно очень доволен и чувствует себя королем вселенной. Ему и в страшном сне не снилось подписание такого документа.
Почему все следят за драматическим согласованием деталей в Женеве, где документ с точки зрения Путина планируется еще и ухудшить? И это нашей редакции решительно непонятно. Но раз все побежали, и мы побежим. Давайте обсудим варианты развития событий до того момента, пока Путин не откажется это дело подписывать. Вся работа всех прочих участников марлезонского балета, то есть европейцев, украинцев, великобританцев, над этим мирным соглашением сейчас направлена лишь на одного человека – на Дональда Трампа, который очень хочет быть миротворцем. По многим причинам. Какие-то на поверхности, а каких-то можно только гадать. Во-первых, Трамп действительно хочет себе Нобелевскую премию. В отношении любого другого лидера такого уровня это был бы смехотворный аргумент. Может быть, 10-я вишенка на торте. Но человек уже президентом США избрался. Чё ему эта премия? Но в случае Трампа награда, к которой последние пару десятков лет принято относиться с иронией, меняет все. Впервые в новейшей истории мы должны учитывать тягу президента США к золотым предметам. Во-вторых, у Трампа наблюдается, мягко говоря, дефицит достижений, который плохо отражается на его рейтинге. Сократить государственные расходы не вышло, ликвидировать USAID с годовым бюджетом в 30 миллиардов вышло. Это, конечно, мощно, но на фоне роста расходов федерального бюджета на 275 миллиардов долларов в год, на таком фоне 30 миллиардов, сэкономленных на USAID, как-то тускнеют. Большой и красивый закон, в основном снижающий налоги для сверхбогатых, для большинства не изменил ничего. Не так много американцев обрадовались тому, что планка налога на наследство теперь 14 миллионов долларов. Тарифы и торговые войны, оказывается, ведут к росту издержек, а за ними и цен. Свирепая миграционная политика с массовыми депортациями и жестокостью силовиков мало того, что выглядит некрасиво, но и экономике не помогает. Про всякое там из начала срока, типа там захвата Канады или Гренландии, все уже вообще благополучно забыли, как про неудачный анекдот. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября следующего года. До них меньше года. Личный рейтинг для Трампа важнее, чем для любого другого президента. На нем строится контроль над республиканской партией. Трамп говорит республиканцам: кто мне не будет лоялен, у того на праймерис, а может и на самих выборах, я поддержу конкурента. Вы не можете избраться без моей поддержки. Но если к следующей осени за душой у Трампа не будет ни одного неоспоримого достижения, если ему нечем будет похвастаться, если поддержанные им кандидаты начнут пролетать и его поддержка станет токсичной, тогда не только сама партия потеряет контроль над Палатой представителей, но Трамп потеряет контроль над партией, и это будет уже совсем другое правление. Да, внешняя политика не самая важная тема для Америки, но окончание такой масштабной войны станет неоспоримым достижением. Всем злыдням, демократам, проклятущим левакам и прочим нехорошим людям придется признать, у Трампа вышло то, что казалось невозможным. В-третьих, над всей внутренней американской политикой сейчас висит дух покойного Джеффри Эпштейна. Это единственная тема, которая умудрилась расколоть ядро мага-движения. Марджори Тейлор Грин сброшена с парохода современности прямо в реку. Объявлена крайне левой. Если вы не знакомы с персонажем, то это как если бы Путин отставил бы Володина за ЛГБТ-пропаганду. Понятно, что Трамп хочет говорить о чем угодно, только не о файлах Эпштейна. Заниматься чем угодно, только не ими. Мирное соглашение в войне между Россией и Украиной как минимум приглушит тему с файлами Эпштейна на некоторое время. Из чего ясно, кто не будет дружить с Трампом по вопросу мира России с Украиной, станет ему прям вражиной. Любое возражение по этому поводу, любое несогласие работать над документом любой степени безумия повлечет непредсказуемые последствия. Поэтому все вовлекаются, создают вокруг Трампа иллюзию того, что процессы идут полным ходом. Что документ — это не просто бумажка неизвестного или известного уже теперь авторства с невыполнимыми параметрами, а великий мирный план, который вот-вот изменит судьбу человечества. План, который, безусловно, будет исполнен. Все, кто не будет в это играть, причем играть со всей искренностью, выкладываясь, все они рискуют получить Трампа не как сложного союзника, а как прямого врага. Трампу хватит ума Путину томагавки дать. Ну ладно, может, не прямо уж так, наверное, но выкинуть он может черт знает что. Снять санкции с России, наложить их на Украину, запретить поставки любого оружия американского производства для ВСУ, вернуться к захвату Гренландии и так далее. Когда мы пытаемся разобраться с тем, что происходит, нужно отдавать себе отчет. Возня вокруг этого мирного плана к вопросам войны и мира имеет последнее вообще отношение. Перед нами человек, наделенный огромной властью
известный крайней мстительностью и злопамятностью, склонностью к эпатажным эмоциональным поступкам, который вбил себе в голову идею, что в руках у него формула мира во всем мире. Еще и он почему-то подумал, что Путин на эту формулу согласен. Все, что мы сейчас с вами наблюдаем в исполнении Владимира Зеленского, Марко Рубио и европейских лидеров, это ритуальный танец вокруг Трампа с единственной целью и задачей – потянуть время, пока американский президент не переключится на что-нибудь другое. Может, с Венесуэлой пойдет повоюет, Сомали с Уругваем помирит, наконец. Неважно, главное, что вновь переключится. Никто сейчас не может сказать ему все как есть, что этот план – херня на постном масле, что мысли, будто Путин на этот план согласится, они из разряда фантастики. Украина, союзники Украины в Европе и американская администрация все заинтересованы в том, чтобы документ этот отверг лично Путин. Чтобы надежды Трампа рухнули на Путине, а не на ком-то из них. Не шибко приятно это осознавать, но весь поток новостей о перекройке мирного плана, все люди, которые с очень серьезными лицами торгуются вокруг пунктов типа сокращения украинской армии не до 600, а до 800 тысяч человек, все они просто пытаются выиграть время. Либо Трампу надоест, либо Путин будет вынужден выйти и прямо сказать, что никакой мир ему не нужен и никакой план подписывать он не будет. До одного из этих двух вариантов им нужно просто дожить. Очень неловко смотреть на взрослых людей, которые на фоне кровавой войны, реального бедствия, разрушения судеб играют в театре для одного зрителя. Но так сейчас устроен мир. Переменчивое настроение Трампа представляет большую опасность, чем Путин. Путин уже все, что мог, наворотил. А этот, если решит, что к его мирным усилиям относится недостаточно всерьез, наворотить еще может ого-го. Сейчас вот-вот начнется третий акт марлезонского балета. Трамп отправляет Уиткофа в Москву говорить с Путиным. Уиткоф в Москве, как всегда, услышит что-то свое. Согласие Путина накинуть еще сверху пару сотен ярдов американцам на восстановление Украины и разработать вместе с Трампом все запасы редкоземельных металлов в глубинах Арктики. С этим он вернется в Вашингтон. Трамп назначит новый всеобщий саммит мира в Венгрии на послезавтра. И пока Орбан в мыле бегает по Будапешту в поисках ковровой дорожки для аэропорта, Путин снова выйдет с речью об устранении первопричин войны и выполнении всех задач специальной операции, на чем колесо переговоров вернется в исходное положение. Почему мы делаем такой безрадостный вывод? Потому что люди обсуждают нереалистичные параметры. Торг идет вокруг какой-то ерунды. Когда разговор идет о сокращении украинской армии не до 600, а до 800 тысяч, любому человеку очевидно, кто-то тут просто тянет время. Ни той, ни другой численности у украинской армии в мирное время быть не может. Сложно понять, сколько людей живут в Украине сейчас. Еще сложнее понять, сколько будет после войны, сколько людей вернется. Но даже если брать довоенное население в 40 миллионов, никакая экономика не потянет держать армию мирного времени в 2% населения. Каждого 20-го взрослого мужчину под ружьем. Утечка переговоров Уиткофа, Ушакова и Дмитриева, которая, безусловно, вызовет скандал, почти неизбежно ускорит публичную гибель этого мирного соглашения и возни вокруг него. Но с утечкой или без нее достаточно было просто почитать текст, чтобы понять, любые акторы, которые будут всерьез что-то здесь обсуждать и договариваться, будут это делать ради чего угодно и из каких угодно соображений, но только не из надежды на подписание этой бумаги противоборствующими сторонами. Все это очень грустно. Смотреть на то, как мелкие аппаратные интриги, видимо, не шибко далеких людей превращаются вот в такие переговоры, где спецпосланник американского президента помогает Путину срывать эти переговоры самым выгодным и безопасным для себя образом, это прям-таки ни в какие понятия о норме не укладывается. Когда вдруг понимаешь, что это не хитрые кремлевские технологи, а американский представитель советует Путину наговорить Трампу комплиментов и наобещать с 3 короба прямо под встречу с Зеленским, чтобы, не дай бог, на этой встрече ни о чем не договорились, никаких томагавков не дали, никаких санкций не ввели, то разболтанной выглядит уже не американское государство, а само мироустройство. Но все-таки, чтобы не заканчивать наш разговор на такой ноте, где нужно промокоды на эвтаназию рекламировать, скажем, что не так уж и плохо, что даже по такой нелепой причине сама идея, что войну надо заканчивать, вернулась в оборот. Да, она вернулась, потому что американский жулик-неофит решил использовать кремлевских жуликов-демиургов для того, чтобы обжулить своего начальника. Но в итоге оказалось, что жулик-неофит еще слаб в этой магии. Он не смог предсказать даже реакцию своего начальника, который пошел это дело вдруг пушить. Но
Во время, когда каждый день умножается горе и кошмар, каждый день множатся убитые, пусть уж будет разговор о мире. Пусть и пока безрезультатный, пусть по дурацкой причине, но пусть он лучше будет, чем нет. До завтра.